Приветствую гостей и зрителей канала. Полторы недели назад на ритейле выходит патч 9.1, а чуть более 3 суток назад нам стали доступны полеты. И тут я решил проверить, сколько голды можно получить с каждого вида травы за 1 час фарма при наличии долгожданных полетов. Первая трава, которую я решил пофармить, это был вдовоцвет. Первые дни после получения полетов ее ценник превышал 50 золотых, но так как в локации, где фармится данная трава, находится также World Boss, из-за этого были проблемы. При каждом убийстве данного босса локация довольно-таки сильно лагала, поэтому сбор травы был довольно проблематичен, и я решил оставить ее на потом. И когда я вернулся к ней, я фармил по данному пути, и удалось мне нафармить такое вот количество. Ее ценник уже оказался порядком ниже, а количество предполагаемого золота в час с продажи данной травы хотела желать лучшего. Чуть более 20 тысяч в час. Далее я отправился в Бастион. Путь вы можете также видеть на экране. И если кому интересно, все руты вы можете найти в описании под видео. Благо никаких проблем с фармом у меня не было, и за 1 час фарма получилось нафармить сумму поинтересней. Но все же цена на славолист кажется, была чуточку завышена. Может быть, у меня не купят по такой цене, а может быть как раз таки наоборот. Кто его знает. Костяной корень. Здесь ситуация, конечно, поинтересней. Пофармил я где-то 1,5 часа и столкнулся с довольно большой конкуренцией. Видел уйму ботов, которые раз 20 были замечены, причем всегда в определенных кусках локации. Как я понял, что это предполагаемые боты. Это были роги и друиды, которые постоянно появлялись из инвиза, собирали траву и снова уходили в него. Логически подумать, это были соло-игроки, и нежели не было бы эффективнее собирать траву, допустим, в походном облике или на небесном големе. Максимально быстро лутать куда более профитно траву. Но ведь нет, для максимальной безопасности данные персонажи бегали в инвизе. Это даже самая малость, но подозрительно. Хотя может быть это и не боты. Ну да ладно, о чем я вообще? При неплохой конкуренции мне удалось тогда получить травы на 28 тысяч золотых. Спустя 2 дня я решил снова потестить, что да как, но при этом пофармить траву со включенным PvP режимом. Здесь конкуренция оказалась меньше, но за это время цена на траву успела упасть. Но даже так получилась сумма почти аналогичной той, что была ранее. Ну и последняя трава, которую мне удалось пофармить, это был факел дозорного. Переколесив всю локацию, я нашел довольно интересное место для фарма. И я расскажу почему. При фарме травы во всех локациях, кроме утробы, конечно, с некоторым шансом появляется то смертоцвет, то, скажем, факел дозорного. И, конечно, белладонна. Но в этом месте такого нет. И здесь за все время, что я фармил, респавнился только факел дозорного. И за более чем 2 часа времени, что ушло на тесты и составление рутов, не было собрано ни одного смертоцвета. Только факел дозорного и белладонна. А конечный итог у меня получился такой: 966 факела дозорного и 153 белладонны. Общей стоимостью 29 514 золотых. И это самый лучший результат, что у меня получилось добиться. Суммы, по-моему, неплохие, но может быть, если что-то я делал иначе, то и сумма вышла бы иная. Но я не могу знать всех нюансов, как не знал про спот в Орденвельде, например. Ну а что, наверное, стоит добавить к концу данного видео. Полеты можно получить, выполнив квест в новой сюжетной кампании Цепи Господства, но для того, чтобы он появился, от вас понадобится сделать ковенантские квесты дополнение 9.0. Все 9 глав, получить 44-ю известность, а также иметь уже сделанные все предыдущие квесты в локации Кортия. Первые квесты дополнения Цепи Господства у вас появляются после выполнения 2 глав вашей кампании Ковенанта. Имейте в виду. Второе. Чтобы не сталкиваться с ботами и мультибоксерами, а также миновать большую часть конкуренции, стоит при наличии полетов обязательно собирать траву со включенным режимом PvP. Сделать вы это можете с помощью кнопочки у вас в талантах. Только для этого нужно находиться в Штормграде либо в Аргримаре, в зависимости от вашей фракции.
Обязательно используйте чары на сбор ресурсов темных земель, либо огненную воду ярмарки новолуния. В отличие от чар, огненная вода работает во всех локациях World of Warcraft, действует на сбор травы, руды и снятие шкур. Ну и при сборе любых ресурсов стоит добиваться максимального навыка, это очень важно. Надеюсь, данное видео оказалось вам полезным. Если это так, с вас лайк, подписка, комментарий. А с меня новое видео совсем скоро.